Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Я получила несколько посылок с сайта AliExpress с камнями и фурнитурой, имитирующей состаренную медь, с патиной бирюзового цвета. И сегодня мы изготовим из них незамысловатые украшения. Начнем с комплекта, состоящего из браслета и серег. Отрезаем пластинку листовой меди толщиной 0,4 мм и вырезаем 2 детали для браслета, подвеску и 2 прямоугольных детали для серег. Делаем на меди текстуру мятого металла сферической частью молотка. Маркером намечаем отверстие и дыроколом пробиваем металл. Теперь надо тщательно зачистить все стороны медных пластинок напильником. Я сделала это с помощью гравера. Делаем чернение любым удобным для вас способом. Я применила раствор холодного воронения. Как делать чернение, смотрите подсказку в описании. Шлифуем войлочным диском с пастой Гои тонкой номер 1. Промываем в мыльном растворе в воде и покрываем цапан-лаком, разведенным ацетоном. Прикрепляем крючок на другой стороне удлинительную цепочку. Меня очень трогают места Писания, в которых царь Давид прославляет Бога, и какими словами Давид величает Его. Сегодня я с вами этим поделюсь. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его, и сказал: Господь, твердыня моя и крепость моя, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое. Спаситель мой, от бед Ты избавил меня. Призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его. Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания пред ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глас свой, пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнией и истребил их, и открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного гласа Господа, от дуновения духа гнева его. Простер он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами Его. С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных Ты спасаешь, и взором своим унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, надеющихся на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Когда-то я сама изготавливала фурнитуру и делала имитацию состаренной меди с голубой патиной.
Вот некоторые мои работы. Хочу сказать сердечное спасибо всем, кто смотрит мой канал, кто подписался, поставил лайк или написал мне комментарий. Мне очень приятно. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, дорогие друзья!